Всем привет. Первый у нас сегодня расклад коротенький. Он думает о тебе или это иллюзия? Сразу скажу, что я хотел его длинным сделать, но я не знаю, какие вопросы к этому раскладу придумать, поэтому вот так вот посмотрим по две карты, выбирайте свою понравившуюся колоду и, конечно же, приходите в проживание арканов. Только умные девочки у меня уже все в проживании арканов. Звать, настаивать я не буду. Сегодня будет большой расклад. Поподробнее расскажу, потому что многие потерялись, а многие просто, как сказать, просто подписались, чтобы меня поддерживать, а сами арканы не проживают. Вы давайте, проживайте, это очень интересно. Это как расстановки, только намного мощнее. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Ну, думает он о тебе. Но, знаешь, он не так, как ты хочешь о тебе думать. Этот мужик, он сейчас злой как черт и винит тебя во всех своих проблемах. Вот вспомни, как вы расстались. Он тебе наговорил кучу гадостей, обвинил в том, что ты его не понимаешь, не поддерживаешь, и вообще ты вся такая не такая. А теперь он сидит и жует эту обиду каждый день. У него, знаешь, у него в голове крутится одна и та же пластинка. Она меня довела. Из-за нее у меня жизнь пошла под откос. Он, знаешь, он даже не может работать нормально, потому что постоянно думает, как ты его предала. Он не может с другими девушками встречаться, потому что он всех сравнивает с тобой. И, конечно, все оказываются хуже, потому что ты в его памяти стала идеальной. Но знаешь, что самое плохое? Он переписывает вашу историю в своей голове. То, что было вот его косяком, да, он теперь считает это твоей виной. Забыл, как сам тебя унижал, как тебя не слушал, как игнорировал твои потребности. А помнит только те моменты, которые ты его критиковала. Как ты внимания требовала, как устраивала сцены. И вот чем больше времени проходит, тем больше он сам себя убеждает, что во всем виновата ты. Представляешь? И сейчас у него полный бардак в жизни. На работе проблемы, денег не хватает, новые отношения не складываются. И вот вместо того, чтобы взять себя в руки и что-то менять, он сидит и думает, вот если бы мы не расстались, все было бы по-другому. Он сказку себе придумал, что ты была его талисманом удачи, и без тебя он обречен на неудачи. И знаешь, что самое интересное? Он готов все забыть и простить. Не потому, что понял свои ошибки, нет. Потому что жизнь без тебя у него не клеится. Он уже мысленно в голове репетирует разговор с тобой. Как будет говорить, что вот это вот все понял, был неправ. Но знаешь, на самом деле он ничего не понял. Просто он вернуть тебя хочет, чтобы жизнь снова наладилась. Так что да, он о тебе думает постоянно, но не от любви, а вот от злости и обиды. Он, знаешь, он не может отпустить прошлое и новую жизнь начать. Ты для него, знаешь, как навязчивая идея, которая мешает ему дальше двигаться. И пока он не поймет, что сам виноват в ваших проблемах, эти мысли о тебе у него и будут в голове дальше крутиться. Ну а ты приходи в проживание арканов, и ссылку ты найдешь под этим видео.
Поэтому я тебя жду, мой юный карапуз. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, ну да. Да, он думает о тебе, вот когда видит, как другие там парочки ходят, да, вот у него друзья, они, знаешь, они все там, как сказать, женатые, с этими, с парочкой, как сказать, в отношениях. Забыл слово отношения, ужас какой. Старый пердун, блин. Вот, ох ты, я это вслух сказал. Но я не буду перезаписывать, это я так просто сам себя поругал. Вот, то есть отношения он видит у других и тебя вспоминает. Думает, знаешь, как бы вы могли быть вместе, чего бы вы делали, куда бы ездили, как бы целовались, и вот это вот все. Он, знаешь, он очень одинокий. У него нет близких людей, вот с которыми можно реально поделиться переживаниями. Есть друзья, есть, но переживаниями не с кем. Знаешь, друзья у него, как сказать, поверхностные, что ли, если можно так сказать. Работа тоже есть, но скучно. Развлечения есть, но какие-то, знаешь, пустые. И в этой пустоте он часто думает о тебе, как вот о человеке, с которым можно было бы быть там по-настоящему интересными делами заниматься. Ну, нет, ты не думай, я не про вот эти вот делишки компотовские. Ну, вот вспомни, как вы вместе что-то делали. То там ужин готовили, то еще что-то, то там мебель. Вот это все. Вот эти моменты совместной деятельности он чаще всего вспоминает. Ему нравилось чувствовать себя частью отношений, частью команды. Ощущать, что вы вместе к общей цели идете. А сейчас у него этого нет. И он скучает очень по тому времени. Но что интересно, его мысли о тебе, они еще связаны с разрушением. Потому что, знаешь, он понимает, что если попытается восстановить отношения, то все рухнет. Что вы там оба уже не те, да оба изменились. Чувства те самые не вернуть уже. Что там попытка вернуть прошлое может разрушить даже хорошие воспоминания, которые остались. Поэтому он о тебе думает, но, знаешь, ничего не предпринимает. Боится разочароваться. Боится увидеть, что ты другой стала. Боится, что там, как сказать, магия ваших отношений была только в его воображении. И вот эти все страхи, они все его парализуют. Он, знаешь, он предпочитает воспоминаниями жить, чем рисковать их разрушить. Еще он понимает, что ваше расставание было неизбежным. Что у вас были просто разные цели, разные ценности, разные вообще представления о будущем. Что там рано или поздно это все равно бы все наружу всплыло, и был бы все равно конфликт. Поэтому, знаешь, его мысли, они окрашены грустью. И знаешь, и пониманием того, что вот некоторые вещи просто уже не могут продолжаться вечно. Поэтому ответ «да». Он о тебе думает, но эти мысли, они больше вот о том времени, когда вы вместе были, чем вот о желании, чтобы вы сейчас вместе были. То есть в ностальгии. Но планы не строит с тобой на будущее. Для него, ты знаешь, стало таким символом хорошего времени. Вот я бы так это назвал. Поэтому подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание арканов, если ты умная девочка. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, да он постоянно о тебе думает, но ничего тебе не говорит. Этот мужчина, он, знаешь, он такой загадочный и скрытный, я бы назвал. У него внутри огромные эмоции бушуют, а снаружи он спокойный, как танк. Ты для него стала главной тайной его жизни. Он часами может о тебе думать, там фантазировать, ваши разговоры представлять, но при встрече ведет себя, как будто ты просто знакомая. И знаешь, что он очень наблюдательный. Он замечает, как ты одеваешься, с кем ты общаешься, что ты читаешь, там, какую музыку слушаешь. Все детали он запоминает, понимаешь, и дома потом анализирует. Вот просто пытается понять, что у тебя на душе, там, чего ты хочешь, о чем мечтаешь. Он, знаешь, как детектив.
изучает всю твою жизнь, но со стороны. И самое интересное, что он создал о тебе целую теорию. У него в голове ты не просто вот девушка, да, а вот сложная личность там со своими глубинами, со своими тайнами. И он думает, что понимает тебя лучше, чем ты сама себя понимаешь. Что видит в тебе, чего другие не видят. И знаешь, вот эта уверенность в своем особом знании о тебе его очень сильно заводит. Но при этом он разочароваться боится. Ему, знаешь, ему кажется, что если он к тебе подойдет и заговорит, то волшебство вот это исчезнет. Что ты окажешься там обычной девушкой с обычными проблемами, с обычными желаниями, и обычно, как и все, как говорится, даже кушаешь. А ему хочется сохранить вот эту идеальную картинку, которую он нарисовал в своем воображении. Понимаешь? Еще он думает, что ты слишком хороша для него. Что у тебя, да по-любому у нее много поклонников. Вот так вот примерно. Он думает, что ты привыкла к вниманию, там, к красивым ухаживаниям. А он себя считает слишком простым. Слишком вот обычным для такой, как ты. Поэтому он предпочитает, как говорится, любоваться тобой издалека. Как говорится, смотрит, но не трогает. И знаешь что? Он уходит от реальности через мысли о тебе. Когда вот, например, проблемы у него там на работе, да, или конфликты где-то, деньги трудные, трудные финансовые трудности, он, знаешь, он в голове включает фильм с тобой в главной роли. То есть представляет, как вы вместе решаете вот эти все проблемы, там, как ты его поддерживаешь, как ты его понимаешь, как он голову к тебе на коленки ложит, а ты его гладишь и говоришь: все мудаки, а ты хороший. Вот примерно вот так вот. То есть ты для него стала способом бегства от реальности, в общем, способ. Поэтому да, он о тебе каждый день думает. Но эти мысли, они только в его голове. Он их не озвучит, он боится проверить реальностью. Для него ты, знаешь, важнее как вот идея, как мечта, чем как реальный человек. И пока он смелости не наберется с тобой заговорить, он так и будет в своих фантазиях, как говорится, жить и ничего не делать. Ну а ты приходи в проживание арканов. Чего я тебе долго уговаривать буду? Давай, я тебя жду. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И помни, что никто еще о проживании арканов не пожалел. И дед с тобой рядом тоже.